Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Что случилось с грушами? Вот такие фотографии с листиками мне прислали уже несколько человек, но мне и без фотографий понятно вот проблема, которая появилась у многих садоводов. И эта проблема связана с размножением, быстрым размножением. Сейчас вот это галовый клещ. Он галовый в гале, внутри находится. Вот сейчас мы еще посмотрим, покажу, где больше видно, в нижней части. Вот смотрите, здесь, да, очень хорошо видно. Здесь частично уже мы приостановили их жизнедеятельность, и влияет и на сами плоды, потому что вот эти вредители зимуют в почках, но у нас появилось несколько лет назад, буквально после одного из дождей. То есть они перемещаются, они такие мелкие-мелкие, где-то 0,18 миллиметра, вот так их описывают вот эти галовые клещей специалисты. Это паразиты. И вот они в вот этих вздутиях, они зимуют, живут, а зимуют они в почках. Представляете, в одной почке может быть 1500 вот этих маленьких таких микроскопических паразитов. И вот они до распускания почек сидели, а потом, когда весна начиналась, уже где-то плюс 10 и выше, самки откладывают там же в этих почках по 5-6 яиц. И здесь идет такое развитие. Но мы когда это увидели, уже много лет, уже несколько лет не было этой проблемы. И весной увидела, когда распускались вот эти. Сейчас мы подойдем, я вам покажу, как это на молоденьких листиках. Вот идемте сюда. Мы с Александром сейчас вам покажем, как это происходит. Вот оно, когда распускается вот весной почечки, вот такая была картина. Но сейчас мы уже обработали, и этот процесс снова остановили. Видите, там, где листья чистенькие, это был период обработки. А чем и как мы обрабатываем, я сейчас вам покажу и расскажу. Потому что их надо обрабатывать, эти вредители, весной химическими препаратами. Мы не признаем химические препараты, поэтому используем биопрепараты. А биопрепараты работают при температуре плюс 14 и выше. К сожалению, была такая длинная холодная весна, и работа этих препаратов, как видите, вот сейчас тоже был холодный период, но вот сработала, вот здесь уже видно. Здесь чистенький лист, потому что они размножаются. Вот видите, часть, вот это первые листья были такие. Вот, и вот они находились в этих листьях, вот видите, это уже процесс остановлен. Но они дальше в этих галах живут, размножаются и выползают оттуда, и, естественно, ищут новое место для новой жизнедеятельности. Эти малыши расползаются. И для того, чтобы они не попадали вот на здоровый лист и не портили эти листья, мы используем биопрепараты. Причем два биопрепарата, Скарада М и М плодово-ягодные, Скарада М картофель. Вот в сочетании эти два препарата дают хороший нужно 25 граммов вот этого препарата. Но для начала я приготовлю тестолип. Тестолип — это у нас биоприлипатель. Нельзя использовать с биопрепаратами химический препарат. Видите, какой он голубенький. Его нужно всего-навсего 15 миллилитров. Совсем чуть-чуть. Свежайший препарат. И теперь у него особенность есть такая. Сразу не выльешь в ведро. Выливаю, маленькое у меня вот такое ведерочко. И ровно столько же сюда же заливаю, и можно перемешивать так, вот таким образом. Конечно, нужно поиграться, но зато качество, потом лист такой блестящий, дышит клеточка, каждая клеточка листика. Так, а теперь две вот этих емкости. Получается 1 к 1, 1 к 2, вот этой уже готовой. У меня есть еще ложка, можно и ложкой. Вот главное перемешивать в этом деле. Так, теперь 4 надо. Раз, два, 4. И снова же перемешиваем.
Чем дольше, тем лучше. Ну, у нас вот есть возможность, я не хочу занимать ваше время, но смотрите, оно уже становится такое, как кисель. И теперь раз, два, это будет 6 и 7, 8. В общем, 1 к 8. И теперь перемешиваем хорошенько. Тестолип. И оставляю его пока в стороне. А теперь готовлю. У меня в 2 емкости. Видите, каждая ведерко по 5 литров. Вот этот препарат. Это у нас Скарада М для плодово-ягодных. Почему я использую не только для колорадского жука? А потому что у нас очень много различных бабочек. У нас есть бабочки, здесь даже получается 30 миллилитров одного препарата. Чуть-чуть больше, вот у меня просто там мерка 25 и чуть-чуть, если сверхом, до 30 получается. 25 миллилитров предостаточно. Этот препарат позволяет мне убрать всякие мотыльки, ту же картофельную моль. Очень хорошо убирает вот этот препарат. Ну и остальные всякие вредители, которые сейчас у нас имеются. Ну, на этом же не все. У меня специальная такая деревянная есть мешалка. Обязательно нужно хорошенько перемешать. Для того, чтобы в этой воде, кстати, температура воды, температура воздуха. Должна быть целый день нагревается вода, и она не должна быть хлорированной. Ну, а теперь возьмем вот этот препарат Скарада М картофель для жука колорадского. Тоже берем, наливаем. У меня уже просто мерочка такая, я ее постоянно использую. Видите? Препарат. Такой у него цвет. И то же самое здесь тоже будет сейчас перемешивание. Я даже возьму, сделаю так вот ложкой здесь эти. Почему не сразу перемешиваю оба препарата? Здесь разные бактерии, которые работают с разными вредителями. Поэтому нужно их пробудить в этой теплой водичке, что мы и делаем. Пробудили. Ну, оставляем на полчаса. Прошло полчаса. У нас, вот видите, какой он красивый получается тестолип. Вот. Нежный, нежный такой, как кисельчик. Ну, не кисель, но вот оно видно, ощущается. Вот совсем другая структура воды. И теперь заливаю в одно из ведерок. Тоже перемешиваем. И остается залить все это в опрыскиватель. Используем наш старинный, очень давний, ему уже много-много лет, с 2003 года у нас вот этот опрыскиватель. И сейчас в него будем заливать препараты и идти обрабатывать наши растения. Надо обрабатывать эти вредители весной химическими препаратами. Мы не признаем химические препараты, поэтому используем биопрепараты. А биопрепараты работают при температуре плюс 14 и выше. К сожалению, была такая длинная холодная весна, и работа этих препаратов, как видите, вот сейчас тоже был холодный период, но вот сработала, вот здесь уже видно. Здесь чистенький лист, потому что они размножаются. Вот видите, часть, вот это первые листья были такие. Вот, и вот они находились в этих листьях, вот видите, это уже процесс остановлен. Но они дальше в этих галах живут, размножаются и выползают оттуда, и, естественно, ищут новое место для новой жизнедеятельности. Вот эти малыши расползаются. И для того, чтобы они не попадали вот на здоровый лист и не портили эти листья, мы используем биопрепараты. Причем 2 биопрепарата Скарада М и М плодово-ягодные, и Скарада М картофель. Вот в сочетании эти 2 препарата дают хороший именно результат. Что получается? Можно было бы оставить. Кто-то считает, что это ничего страшного. Я считаю, что это очень плохо, потому что происходит? Видите, какой лист? В листике высасывают вот эти маленькие галы, множество сок, и из-за этого нарушается водный баланс клеточки, снижается количество хлорофилла.
и останавливается процесс фотосинтеза, который дает развитие растения. Вот видите, у нас тоже еще вот здесь четко видно. И вот это мы пару дней снова обработали. Сейчас придется обрабатывать через неделю снова, для того, чтобы вот эти галы не поселялись на новых листиках, на здоровых листиках. Ну, вот такая ситуация. На этих листиках уже они не будут жить. Но для того, чтобы работали эти препараты, нужно использовать обязательно прилипатель, биоприлипатель. И мы используем Тестолип. Что получается, когда биоприлипатель мы используем? Получается, вот эти все здоровые помощники Скарада М, вот эти бактерии, так называемые, жители вот этих препаратов, они вот этой пленочки био остаются жить долгий период. И как только выползает гала, из галы вот этот клещик, естественно, они его поражают. Химию, если пользоваться, то оно не достает. Но единственное, что из народных средств мы уже используем, у нас есть видео, это работа настоя ноготков. Но цветы ноготки пока еще у нас в этом году не предвидится, очень мало их в этом году, поэтому мы не используем. А если у вас есть цветочки ноготков, то приготовьте такой раствор, очень эффективен. 100 грамм цветочков добавьте в 1 литр воды, закипятите. Пару минут покипело, накрыли и оставьте на 5 дней. Но должна быть эмалированная посуда, это обязательно себе учтите. И затем к этому литру процедили 1 литр вот этого настоя и плюс 1 литр воды, и можно обрабатывать. Тоже хорошо работает. Но так как цветов нету, и не у всех они есть, поэтому мы используем биопрепараты. Вот здесь уже видно, что вот эти новые листики, видите, они чистые, приходится хорошенько обрабатывать. Вот последние вот листики, они уже здоровые. Ну и на этих растениях тоже уже видно, что растения и сами плоды, кстати, и плоды, когда они маленькие, их тоже поражают этот галовый клещ. Вот оно даже видно, видите, были тоже вот такие вкрапления галы на плодах. Вот они есть. Некоторые маленькие плоды просто-напросто отвалились. Вот какая беда. Нужно этим заниматься серьезно. И в зиму, что мы сделали? Мы в зиму не обрабатывали. В прошлом году были чистые растения, все хорошо получалось. И не обратили внимания, упустили. Так что нужны постоянные обработки для того, чтобы лист был здоровый, вот чистый. И тем более сейчас мы обрабатываем еще и плодожорка пошла. Поэтому нужно обработки биопрепаратами продолжать и проводить их в летний период, в течение периода 10-14 дней с прилипателем, биоприлипателем, и тогда очень хороший эффект получаем. Вот что случилось с грушами. Стараемся их сейчас поддержать, убрать это количество вредителей, очистить их от этих всех вредителей. Видите, даже видно вот эта пленочка с прилипателем. Вот они обрабатывали вчера вечером. И видно, здесь живут, но нужно обрабатывать снизу листа. И тогда снизу, сверху и везде я обрабатываю все дерево снизу доверху. И получается, что эти новые клещи, которые выползают из этих гал, они попадают под раздачу вот этим нашим помощникам со Скарада М. Раиса Греченко, Александр Волик ответили на ваш вопрос и показали свою проблему с грушами, которую мы упустили, и рассказали, каким образом мы решаем эту задачу для того, чтобы наши груши оздоровились, вернулись в нормальное положение и все-таки нам подарили свои плоды в этом году. Прощаемся с вами до следующего видео. Всего вам самого доброго.